Здравствуйте, Николай. Как вы себя чувствуете сегодня? Здравствуйте, Марина. Честно, не очень хорошо. Почему? Расскажите, что случилось. Мне тяжело соблюдать диету, которую вы мне дали. В чем именно трудности? Вам не нравится еда? Еда вкусная, но я часто хочу хлеб и сладкое. Понимаю, хлеб и сладкое– привычная часть рациона. Вы пробовали заменить хлеб на что-то другое? Пробовал гречку, рис и картошку. Но все равно хочется именно хлеба утром. А сладкое? Вы едите шоколад каждый день? Да, немного. Когда я нервничаю, тянет на сладкое. Попробуйте фрукты или йогурт вместо шоколада. Еще хорошо помогает зеленый чай без сахара. Спасибо, я попробую. А можно иногда пирожок? Да, раз в неделю можно позволить себе маленький пирожок. Это радует. Я думал, нельзя совсем. Главное не переедать и соблюдать режим питания. Мне трудно обедать вовремя на работе. Можно брать с собой простой обед в контейнере. Например, куриное филе и овощи. Это удобно. Я попробую приготовить на вечер. А что насчет завтрака? Я часто пропускаю его. Завтрак очень важен. Попробуйте яйца и овсянку. Добавьте немного помидора или огурца к завтраку. Спасибо, Марина. Это просто и быстро. Иногда я ем поздно вечером. Это плохо? Лучше не есть за 2 часа до сна. Если сильный голод, можно выпить кефир. Спасибо за советы. Я попробую их на этой неделе. Отлично. Давайте встретимся через неделю и обсудим успехи. Да, спасибо, Марина. Я уверен, у меня получится. Уверена, вы справитесь. Я всегда готова помочь. Андрей, как давно ты гулял в парке? Очень давно, Ольга. Я редко теперь выхожу сюда. Я тоже. Раньше я часто каталась на велосипеде здесь. Правда? Я когда-то занимался бегом по утрам. Почему ты перестал бегать? После работы очень устаю, не хватает времени. Понимаю тебя. Я перестала рисовать акварелью. Помнишь, раньше я приносила краски в парк? Да, я часто видел твои красивые картины на скамейке. Мне нравилось рисовать деревья и цветы. Это было здорово. Я тоже раньше играл на гитаре. Иногда брал ее сюда и играл друзьям. Почему ты больше не играешь? Соседи часто жаловались на шум, и стало неудобно. Жаль, играть на гитаре очень красиво. Спасибо, Ольга. А почему ты перестала рисовать? Я стала работать больше, стало некогда. Думаю, что найду время этим летом снова порисовать. Очень хорошая идея. Может, я тоже возьму гитару? Будет весело. Можно устраивать маленькие концерты. Да, вместе веселее, чем одному. А какие еще хобби у тебя были раньше? Я собирала марки в детстве, писала письма друзьям. О, это интересно. Я коллекционировал монеты. Мои марки до сих пор лежат дома в альбоме. А мои монеты в коробке на полке. Иногда я смотрю на них и вспоминаю детство. Я тоже люблю рассматривать старые монеты. Может, нам снова начать заниматься любимыми делами? Давай. Главное, не забывать радоваться мелочам. Согласна. Жизнь становится ярче с хобби. Спасибо за приятный разговор, Ольга. И тебе спасибо, Андрей. Хорошего дня. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте.
Как вас зовут? Меня зовут Анна. Чем я могу вам помочь, Анна? Доктор, я плохо сплю уже несколько недель. Вы не можете заснуть вечером. Да, мне трудно заснуть ночью. Я часто просыпаюсь среди ночи. Сколько часов в среднем вы спите сейчас? Максимум 4 или 5 часов. Это очень мало? Вы чувствуете усталость днем? Да, я постоянно уставшая и раздражительная. У вас болит голова или кружится? Иногда болит голова по утрам. Вы пьете кофе или чай вечером? Иногда я пью чай после ужина. Лучше не пить чай и кофе после 18:00. Вы много работаете или часто волнуетесь? У меня много работы, я живу в Москве. Иногда я переживаю из-за работы. Это может влиять на ваш сон, Анна. Вы занимаетесь спортом или гуляете на улице? Последнее время у меня нет времени на спорт. Попробуйте гулять вечером хотя бы 30 минут. Хорошо, я попробую гулять после работы. Вы часто смотрите телевизор или телефон перед сном? Да, я много сижу в телефоне вечером. Старайтесь не использовать телефон перед сном. Я понимаю, попробую ложиться раньше. Попробуйте делать расслабляющие упражнения. Спасибо, доктор. Ваши советы очень полезные. Пожалуйста, Анна, если не поможет, приходите снова. Обязательно. Хорошего дня. И вам хорошего дня. Здоровья вам. Ой, Андрей, как сложно отказаться от сахара. Согласен, Марина, я тоже люблю сладкое. Я каждое утро пью чай с 2 ложками сахара. Я тоже добавляю сахар в кофе. Это привычка. Вчера я попыталась пить чай без сахара. Но мне было совсем невкусно. У меня такая же проблема. Торт – моя слабость. Я обожаю пирожные и шоколадки. Ты пробовала заменять сахар медом? Да, я иногда кладу мед, но все равно тянет к сахару. Моя мама советует есть фрукты вместо конфет. Я часто ем яблоки и бананы. Но хочется именно сладкого чая. Я читал, что сахар вреден для здоровья. Но отказаться так трудно. Ты знаешь кого-нибудь, кто смог бросить сахар? Моя двоюродная сестра из Санкт-Петербурга смогла. Правда? Как у нее получилось? Она постепенно уменьшала количество сахара. Сначала ложку, потом полложки. Это хорошая идея. Я тоже попробую уменьшать порцию. Можно найти рецепты без сахара, например, овсяное печенье. Я люблю печенье. Дашь мне рецепт? Конечно, я пришлю его позже на WhatsApp. Спасибо большое, Андрей. Пожалуйста, вместе нам будет легче отказаться от сахара. Да, поддержка очень важна. Когда рядом друг, сложнее сдаться. Может, устроим неделю без сахара вместе? Отличная идея. Давай начнем с понедельника. Договорились. Потом обменяемся результатами. Я уверена, у нас все получится. Верю в нас, Марина. Добрый день. Вы снова пришли ко мне? Да, здравствуйте, Анна. Опять болит спина после спорта. Поняла. Когда появилась боль? Вчера после тренировки я играл в футбол. Вы делали разминку перед игрой? Нет, наверное, мало разминался. Очень важно делать разминку. Где болит спина? Вот здесь, внизу справа, иногда боль отдает в ногу. Понятно.
Боль сильная или терпимая? Скорее терпимая, но мешает двигаться. Боль появляется только после спорта? Да, обычно после длительных тренировок. Вы часто занимаетесь спортом? 3 раза в неделю. Во вторник, четверг и субботу. Это хорошо. А как давно у вас такие боли? Уже где-то месяц, раньше было легче. Ясно. Попробуйте лечь на кушетку, пожалуйста. Хорошо. Так? Да, спасибо. Скажите, когда я надавливаю здесь, боль есть? Да, чувствую боль именно здесь. Вам надо немного отдохнуть от спорта. Я могу делать легкие упражнения дома? Да, рекомендую простой комплекс для спины. Вы также должны делать растяжку после спорта. А можно плавать в бассейне? Да, плавание– отличное упражнение для спины. Но главное– не переусердствовать. Спасибо, Анна. Мне всегда помогает ваша консультация. Пожалуйста, Павел, я всегда рада помочь. Приходите на массаж завтра, если будет боль. Спасибо, я обязательно приду. Берегите себя. Здоровье – самое важное. Согласен. Хорошего дня, Анна. И вам хорошего дня, Павел. До встречи. Привет, Антон. Как твои дела сегодня? Привет, Ольга. Все хорошо, но я немного устал. Ты выглядишь расстроенным. Что случилось? Опять пытался похудеть, но вес не уходит. У меня такая же проблема. Я стараюсь есть меньше. Но вес все равно стоит на месте. Я тоже стараюсь, хожу на прогулки каждый день. Я уже не пью сладкие напитки и не ем булочки. Я отказался от жареного картофеля и майонеза. Иногда хочется торт, но я держусь. Я тоже люблю сладкое, особенно шоколад. Моя мама говорит, главное не сдаваться. Да, наверное, мы слишком спешим. Я пробовала йогу, но на весе это не сказалось. А я записался в спортзал, но времени мало. Может, нам стоит попробовать готовить вместе? Хорошая идея. Можно придумать меню на неделю. Я знаю пару простых низкокалорийных блюд. Например, суп из овощей и куриная грудка. Звучит вкусно. Ты умеешь готовить суп? Да, умею. Могу научить тебя, если хочешь. С удовольствием. Учиться новым рецептам полезно. А ты когда-нибудь считал калории? Да, пару раз пробовал, но это сложно. Мне помогает приложение на телефоне. Надо попробовать. Может, так будет проще. Главное – поддерживать друг друга. Правильно. Вместе легче идти к цели. Давай начнем с понедельника новую неделю. Согласен. Первая задача – меню на завтра. Я напишу список продуктов. Ты что-то добавишь? Давай огурцы и помидоры, они всегда полезны. Отлично. Попробуем еще раз, но вместе. Здравствуйте. Я записана на консультацию к вам. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Меня зовут Анна. Очень приятно, Анна. Я Дмитрий, ваш физиотерапевт. У меня часто болит спина после работы. Расскажите, чем вы занимаетесь на работе? Я бухгалтер. Целый день сижу за компьютером. Понятно. Это очень частая проблема. Вы часто меняете положение во время работы? Нет, обычно сижу в одном положении. Это влияет на осанку и вызывает боли. Можно ли как-то улучшить осанку? Да, конечно.
Давайте начнем с простых советов. Сидите прямо, не сутультесь. Это сложно, я быстро забываю. Можно поставить напоминание на телефоне. Хорошая идея. А какие упражнения мне делать? Могу показать пару простых упражнений для спины. Спасибо, я готова попробовать. Сначала попробуйте потянуться вверх, сидя на стуле. Теперь медленно повертите плечами назад и вперед. О, я чувствую напряжение в плечах. Это нормально, не переусердствуйте сначала. Я тоже часто кладу ногу на ногу. Это плохо? Лучше держать обе ноги ровно на полу. Спасибо, буду стараться следить за этим. Помните, важно вставать и ходить каждый час. Я редко так делаю. Буду пробовать вставать чаще. Молодец. Через неделю расскажете о результатах. Да, конечно. Большое спасибо, Дмитрий. Пожалуйста, Анна, не забывайте делать упражнения. Обязательно. До свидания. До свидания, Анна. Хорошего дня и крепкого здоровья. Дмитрий, ты заметил, как все стало дорого? Да, Анастасия, особенно хобби. Просто ужас. Вот, например, книги стоят целое состояние. Согласен. Недавно хотел купить роман. Расстроился. Я тоже люблю читать, но цены огромные. А еще настольные игры теперь слишком дорого. Ты права. Раньше мы покупали по одной каждую неделю. А теперь за одну игру можно купить ужин в кафе. Кстати, поход в кино стал роскошью. О да, на билеты уходит половина зарплаты. А еще попкорн как будто золото продают. Смеюсь, но это грустно. Все так дорого. А что насчет спорта? Я хотел поиграть в теннис. Да, корты и ракетки очень недешево. Я раньше ходил в бассейн, но теперь дорого. Я тоже перестала ходить на фитнес. Анастасия, может, займемся чем-то бесплатным? Например, прогулки в парке. Это всегда приятно. Согласен, можно обсудить новые книги на скамейке. А еще можно обмениваться книгами с друзьями. Отличная идея. Или устраивать домашние киносеансы. Я люблю смотреть старые советские фильмы дома. И я, чаще всего вместе с семьей. А ты собираешь что-нибудь дома? Я коллекционирую марки, это не очень дорого. Интересно, у меня есть коллекция открыток. Давай однажды покажем друг другу коллекции. С удовольствием. Такие увлечения дарят радость. Самое главное – хорошее настроение и друзья рядом. Абсолютно согласна. Давай брать радость от простых вещей. Тогда сегодняшний вечер уже удался. Спасибо за разговор, Дмитрий. Было очень приятно. И тебе спасибо, Анастасия. Отличный вечер. Андрей, опять нет времени готовить ужин. Да, Марина, мы так часто заняты на работе. Я хотела приготовить что-то полезное сегодня. Я тоже хотел поесть нормальную еду, не фастфуд. Но приготовить овощи занимает время. Я устала после работы и не хочу долго стоять на кухне. Я тебя понимаю. Сам иногда покупаю готовую еду. Но это вредно, слишком много масла и соли. Может, попробуем готовить что-то простое и быстрое. Например, Можно сварить гречку и сделать салат. да, гречку я люблю, ее готовить легко. А салат – огурцы, помидоры, чуть масла. И свежую зелень, это быстро.
Я могу нарезать овощи, а ты приготовишь кашу. Отличная идея, Андрей. Так мы сэкономим время. Можно еще пару раз в неделю делать суп. Да, суп всегда остается на следующий день. У тебя есть любимые рецепты супа? Я люблю борщ и овощной суп. А ты? Я тоже люблю борщ с картошкой и морковью. Надо купить продукты, когда будет время. Давай напишем список покупок. Хорошо. Гречка, овощи, зелень, немного мяса. И йогурт на завтрак. Согласен. Тогда будем кушать полезно. А как быть, если совсем нет времени? Может, готовить еду на 2-3 дня сразу? Это удобно, потом только разогреть. Попробуем завтра. Вдвоем гораздо проще. Я рада, что ты мне помогаешь, Андрей. Вместе мы все сможем, Марина. Привет, Игорь. Как у тебя дела сегодня? Привет, Марина. Все хорошо, а у тебя? Спасибо, тоже все в порядке. Уютно здесь в гостиной. Да, мне здесь нравится. Тишина и покой. Я люблю читать в такой атмосфере. Это мое хобби. Ты любишь читать книги одна? Да, в одиночестве я лучше концентрируюсь. Ага, понимаю. Я, например, люблю собирать пазлы. О, это интересно. Пазлы — это весело и полезно. Конечно, я расслабляюсь, когда собираю их один. Здорово. Какие еще хобби тебе нравятся одному? Я иногда рисую карандашом. Это помогает думать. Рисование — отличная идея. Я тоже иногда рисую. Мне нравится пробовать новые рецепты, когда я одна. Ты любишь готовить? Что ты готовишь чаще всего? Часто пеку пироги или булочки. Запах такой приятный. Булочки – это вкусно. Я только кофе себе варю. Кофе у тебя всегда ароматный. Спасибо. Я люблю слушать музыку, когда один. Какую музыку ты слушаешь в одиночестве? Я предпочитаю джаз или классику. Они успокаивают. Я обычно слушаю аудиокниги перед сном. Какую книгу слушаешь сейчас? Сейчас слушаю рассказ Антона Чехова. Чехов – классика. Его истории всегда интересные. Летом я ухаживаю за цветами на балконе. Цветы? Какая красота! Какие цветы у тебя есть? У меня герань и фиалки. Они радуют глаз. Очень красиво. Я бы хотел научиться ухаживать за цветами. Я могу научить тебя, если захочешь. Спасибо, Марина. Было бы интересно попробовать. Пожалуйста, обращайся. Мы хорошо провели время. Да, отличный разговор. Мне понравилось общаться.